Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Когда первые расхождения во времени были замечены, никто не придал им значения. Это произошло на 46-й день миссии Helios Delta, когда автоматический аппарат с экспериментальными атомными часами пересек орбиту Меркурия и начал погружение во внутренние области солнечного гравитационного колодца. Полет шел строго по расчетной траектории. Телеметрия поступала без задержек. Все параметры находились в пределах нормы. В центре синхронизации времени в Женеве дежурный аналитик увидел крошечное отклонение. Всего несколько атосекунд. Он машинально отметил его как возможный шум. Солнечная радиация, температурные флуктуации, нестабильность канала связи. Таких отметок в системе было тысячи. Атомные часы почти не ошибались. Их работа основывалась на колебаниях атома цезия. И именно этот ритм лежал в основе определения секунды. Самой фундаментальной единицы современной цивилизации. От точности секунд зависело все. Спутниковая навигация, глобальные сети связи, финансовые транзакции, физические эксперименты. Но это отклонение не исчезло. Через несколько часов оно повторилось. Потом еще раз. И еще. Когда данные свели на длинных временных интервалах, стало ясно, ошибка не случайна. Она имела форму, ритм, почти дыхание. Часы на борту зонда то отставали от земного эталона, то медленно его догоняли. Амплитуда была ничтожной, но закономерной. Ни одна из стандартных гравитационных поправок не могла объяснить происходящее. «Проверь все заново», – сказал руководитель смены. «Уже проверил. И еще раз. Тогда отправляй данные наверх». Файл попал к доктору Ирине Левченко глубокой ночью. Она не должна была заниматься этим экспериментом. Формально ее группа работала над проверкой стабильности фундаментальных констант в лабораторных условиях. Но именно поэтому данные и отправили ей. Ирина долго смотрела на графики, не включая свет. За годы работы она привыкла к тому, как выглядит ошибка. И это не было ошибкой. «Время ведет себя так, словно мы движемся через неоднородную среду», – пробормотала она. На первом закрытом совещании Ирина говорила, осторожно подбирая слова. «Это не эффект общей теории относительности», – сказала она. «Мы его знаем. Это не влияние магнитных бурь и не дефект часов. Прибор реагирует на нечто внешнее». «На что именно?» – спросил кто-то из теоретиков. Ирина сделала паузу. «На поле или на фон. Мы пока не знаем». Слово «темная материя» прозвучало позже, уже в кулуарах, о ней говорили десятилетиями. Она удерживала галактики от распада, формировала их протяженные гало, определяла движение звезд и скоплений. Около 85% всей массы Вселенной оставалось невидимым. Ее искали в подземных детекторах, в ускорителях, в космических экспериментах. Безрезультатно. Но новые теории все чаще указывали на ультралегкие частицы – аксионы. Их масса была настолько мала, что привычное представление о частице переставало работать. Они вели себя как волна, как когерентное поле, заполняющее пространство. Такое поле нельзя было зарегистрировать напрямую. Но если оно взаимодействовало с фундаментальными константами, пусть даже бесконечно слабо, его присутствие могло проявиться в точных измерениях времени. Солнце, согласно расчетам, искажало это поле, создавая локальное уплотнение темной материи. И именно здесь, рядом с ним, эффект должен был быть максимальным. Через 3 месяца стартовала миссия Helios Delta 2. На борту находились ядерные часы. Экспериментальное устройство, основанное на переходе в ядре тория. Их точность превосходила атомные в десятки тысяч раз. Инженеры опасались, что прибор просто не переживет полет. Теоретики спорили о смысле эксперимента. Политики не понимали, зачем тратить деньги на измерение еще более точного времени. Но когда второй аппарат приблизился к Солнцу, сомнений не осталось. Ядерные часы показывали те же самые колебания. Более того, они выявили тонкую структуру. Наложенные друг на друга ритмы, словно поле имело сложную внутреннюю динамику. «Мы наблюдаем не искажение времени», – сказала Ирина. «Мы наблюдаем его взаимодействие с чем-то еще». Почти одновременно телескоп Джеймса Уэбба преподнес человечеству подарок
Экзопланета земного размера, каменистая, с плотной атмосферой и температурой, допускающей существовать шаткой. Вот и миры-двойники перестали быть абстракцией. Но затем пришли более тревожные данные. Ранние галактики оказались слишком зрелыми. У них уже были структуры, диски, следы долгой эволюции. Будто Вселенная в своей юности развивалась быстрее, чем предполагали модели. «Возможно, время там текло иначе», — сказала Ирина в одном из интервью. «Или мы только сейчас начинаем понимать, что такое время». На этом фоне земные новости казались мелкими. Марсоход Джужун так и не вышел из гибернации. Орбитальный аппарат Тяньвэнь-1 терял связь. На Луне обсуждали строительство трубопровода для кислорода. Пентагон публиковал очередной отчет о НЛО, где тайна снова растворялась в бытовых объяснениях, и только одна звезда в каталоге ГАИ выбивалась из общей картины. Гая-17 БПП. Ее блеск уменьшался медленно, почти незаметно, а затем в период с 2012 по 2019 год упал в 63 раза. После этого звезда вернулась к нормальному состоянию, словно ничего не произошло. Астрономы Анастасиос Ценедакис и Джеймс Дейвенпорт собрали данные всех возможных обзоров, заглянули в архивы, уходящие в середину 20 века. За 66 лет не было ничего подобного. Вывод был осторожным. 7-летнее затмение. Звезда-компаньон, окруженная гигантским пылевым диском. Период обращения – около 1000 лет. Но вопрос оставался. Откуда у компаньона взялось столько пыли? Ирина смотрела на карту галактического Кавагало. Млечный путь больше не казался ей плоской спиралью. Это был океан темной материи, простирающийся на миллион световых лет. Во внешнем Галло находились сотни переменных РР-лиры, древних звезд, отмечающих границы нашей гравитационной тени. Андромеда приближалась. Их Галло уже переплетались. Слияние началось задолго до столкновения звезд. «Мы живем внутри процесса», — сказала Ирина на последнем совещании. «Темная материя формирует галактики, управляет их ростом и, возможно, влияет на течение времени. Мы не наблюдатели, мы часть этого океана». Ядерные часы продолжали тикать. Их ритм больше не был абсолютным, он зависел от положения, от движения, от невидимого поля вокруг. И впервые в истории человечество осознало: темная материя – это не просто недостающая масса. Это фон реальности. Среда, в которой рождаются и умирают галактики. И океан, в котором колышется само время. Окончательное подтверждение пришло не сразу. Прошло почти 2 года непрерывных измерений, прежде чем Ирина решилась на анализ, который раньше считался бессмысленным. Она наложила данные ядерных часов на положение Солнечной системы в галактическом Галло. Не просто координаты, а скорость движения, направление, фазу обращения вокруг центра Млечного Пути. Картина изменилась. Колебания времени усиливались и ослабевали не только при сближении с Солнцем, но и в зависимости от направления движения всей системы. Будто Солнечная система плыла через неоднородности невидимого океана, временами попадая в более плотные течения. «Мы летим через волны», — сказала Ирина, глядя на визуализацию. «И Солнце просто усиливает их, как линза». Модель показала еще более тревожную деталь. Периоды колебаний совпадали с масштабами, сравнимыми с размерами галактического Галло. Это означало, что темная материя не была хаотичной, у нее была структура. Узоры. Возможно, история. Ирина вспомнила звезду Гая-17 БПП. 7-летнее затмение. Пылевой диск. Необычайная плотность вещества там, где его не ожидали. Если темная материя могла влиять на эволюцию звездных систем, то подобные аномалии переставали быть редкими исключениями. Они становились маркерами. «Мы смотрим на последствия, а не на причину», — сказала она на международном симпозиуме. Темная материя могла управлять тем, где и как формируются звезды, диски, компаньоны. Мы просто не умели читать этот текст. Вопрос о времени теперь стоял иначе. Если фундаментальные константы слегка колебались, если скорость течения времени зависела от положения в темном поле, то прошлое Вселенной могло быть не таким однородным, как считалось. Где-то процессы шли быстрее, где-то медленнее,
Где-то миллиарды лет ощущались иначе. Это объясняло зрелость ранних галактик, объясняло странную структуру Гало, объясняло, почему Андромеда и Млечный Путь начали свое слияние задолго до сближения звездных дисков. Темная материя первой вступала в контакт. Последний эксперимент был почти философским. Один из ядерных хронометров оставили далеко за пределами гелиосферы, другой на орбите, где влияние Солнца и галактического Гало складывались. Разница в ходе времени была крошечной, но устойчивой. Абсолютного времени не существовало, было только локальное. «Мы всегда думали, что измеряем Вселенную», — сказала Ирина в финальном докладе. «А на самом деле мы измеряли свое движение внутри нее. Когда данные стали общедоступными, мир не изменился мгновенно. Секунды на часах остались прежними, спутники продолжали работать. Люди по-прежнему спешили и опаздывали. Но теперь человечество знало, время не река с ровным течением. Это море, и темная материя – его глубина.